прикасаясь к деньгам, думайте о них, испытывайте сумасшедшее удовольствие, денежный оргазм. Здесь не столько говорится о самих материальных деньгах, сколько говорится о вообще идее. Я не считаю, что вот деньги, вы понимаете, люди не стремятся к деньгам, они стремятся к комфорту. Человек стремится к комфорту, он хочет комфорта. Он хочет ездить на более хорошей машине, он хочет жить в более хорошем месте, он хочет быть более здоровым. И для этого, конечно же, ему необходимы деньги. Человек стремится к комфорту. Поэтому, когда вы видите комфорт, когда вы создаете комфорт, когда вы хотите создавать комфорт, это и есть привлечение в жизнь материального благополучия. Все деньги имеют направление. Замените слово тратить на слово покупать. Знаем. Замените страдания радостью. Есть. Радуйтесь деньгам онлайн. Да. Радуйтесь чужому успеху. Да. Якорите свои успехи. Да. Помогайте родителям деньгами. Да. Помогайте деньгами нуждающихся. Но делайте это невидимо. Будущее никогда не произойдет, если о ваших планах узнает много людей. Держите ваши желания в тайне. Деньги любят комфорт и радость сердечную, а она есть магнит денег. Если в семье уют, то всегда будут появляться финансы. Это возможно только при поддержке друг друга. Ориентирование на деньги. Очень часто люди ориентируются на все, что угодно в своей жизни. На то, как найти возможность напиться, на то, как найти возможность загулять с кем-то, на то, как найти возможность я не знаю, о чем люди могут думать, ну вот очень много думают обо всем, как плохо, как хорошо и так далее. Вот гипотетически, если бы каждый человек, то, о чем он думает, заменил то, как можно заработать деньги, то каждый из нас стал бы тут же очень богатым человеком. Обстановка тяжелая, злая, какая-то ревность, что дети идут ко мне, орет на детей, как-то обсуждение тяжело там с ней, как-то повлиять на это, скажите, что делать. Я уже ранее говорил во время своих вебинаров, что существуют очень простые методы всех между собой примирить. Один из самых простых методов — это представлять, будто вы и этот человек, который к вам в данный момент плохо относится, обнимается. На это потратил это, на это потратил это, на это потратил это. Но вы же понимаете, что если тратить, то не приобретаешь. Поэтому если заменить слово тратить на слово приобретаешь, то автоматически будет получаться зарабатывать больше. Когда-то я зарабатывал по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть и не мог понять, как зарабатывать больше. И потом до меня дошло, нужно отдавать больше и нужно стараться радостно, не задумываясь, оплачивать все. Теперь, когда мне нужно что-то оплачивать, я дерзко, резко и со всей силы стараюсь это сделать максимально быстро. Почему? Это же поток воды. Если поток воды двигается в тебя и его запираешь, то тогда он точно так же будет приходить к тебе. Именно поэтому, если я знаю, что на что-то необходимо затратить деньги, я не задумываясь ни одной секунды делаю это совершенно с легкостью, даже если это последняя сумма. Когда я научился это делать, это стало моей концепцией в жизни, и я за 20 лет ни разу не пожалел. Ни разу. Ага. Добрый день, бывший муж делает все на жизни на шару, если общий ребенок, но он с ним не общается. Скажите, пожалуйста, как защитить малыша? Не стоит защищать малыша. Стоит защищать малыша от того, чтобы с ним общались. Поэтому не просите у этого мужчины ни денег, не просите ни возможностей, ничего. Таким образом защитите своего малыша. Малыша спасает то, что папа не обращает на него внимания и его сыном не считает. Понятно? Поэтому... Ученица школы, прошу вашего совета. У нас семья, дети, муж обеспечивает необходимым, но я заметила, что он изменяет. Стараюсь принять ситуацию, вызвать себе радость, слушаю шумы, тренажер. Хочу с ним быть парой. Эзотерически можно повлиять? Да. Эзотерически, но здесь скорее всего не эзотерически, а философски. Почему изменяет мужчина? Потому что кто-то им восхищается. Почему изменяет мужчина? Потому что он видит глазами. И, видимо, его глаза видят в той женщине, ту женщину, которая больше его восхищает. А ну-ка подойдите к своему зеркалу и посмотрите, не запустили ли вы себя? Вы ухаживаете за собой или вы себя запустили? Вы дома одеваете красивую одежду или как попало? Очень часто, когда женщина начинает жить с мужчиной, она считает, что все, место вакантное занято, и ему можно уже не обращать ни на что внимания. Вот есть книга «Магия денег». Сегодня пообщаемся по книге «Магия денег». Итак, первый пункт звучит так.
Замените слово «все деньги имеют направление». О чем это говорится? Когда в жизни живет человек, то в эзотерике есть такое понятие, которое звучит так: подобное притягивает подобное. Именно поэтому в случае, если человек страдает, то страдания к нему притягивают страдания. Именно из-за этого и существует слово сострадание. Вот если человек страдает и он начинает рассказывать окружающему миру, то он должен знать, он закручивает вокруг себя воронку страданий и увеличивает страдания тем, что ему сострадают, то есть отдают еще и часть своего страдания. Человек, который страдает и жалуется, заставляет людей, тем забирает фактически у тех людей, которым он жалуется, дополнительные страдания у этих людей. Поэтому тот, кто жалуется, он хороший человек. И в случае, если человек кому-то жалуется, он делает для себя плохо, а для того человека, которому жалуется, хорошо, так как он забирает его страдания. Таким образом существует состояние сострадания. То есть человек, который жалуется, ему отдают свое страдание, и он сострадает в этом всем. И именно поэтому сострадать плохо. Каждый раз, когда человек, допустим, рассчитывается деньгами или отдает деньги и в этот момент страдает, то тогда посмотрите на энергию Бога. Допустим, Бог осознает, видит или чувствует людей. И он смотрит, что каждый раз, когда человек думает о деньгах, прикасается к деньгам, я не знаю, тратит деньги, он все время страдает. Тогда скажите, если я вижу, что что-то в существе, которое я люблю, вызывает бесконечное страдание, то что я должен сделать? Вот смотрите, в случае, если у меня палка, она упирается мне там в щеку, и мне эта палка мешает, но я все время сижу, и она мешает, и некому убрать. И после этого у меня эту палку, вот повернулся и в палку, нагнулся и палка давит, поднял голову вверх, палка царапает. Скажите, и меня увидела моя мама или мой отец, они уберут эту палку для меня? Ну, конечно, уберут. Так и Бог, в случае, если божественная энергия видит, что человек все время страдает от того, что он думает о деньгах, рассчитывается деньгами, кому-нибудь отдает деньги и в этот момент страдает, то тогда он уберет эту палку, то есть уберет у человека данные страдания. Поэтому я очень часто говорю, уважаемые господа, да наконец-то концов уберите у себя слово «я потратил». Используйте коммуникацию, в ходе которой говорите «я приобретаю». Читая данную мантру перед сном, продолжал Патрул, вы сможете выбрать духовный путь, по которому вы должны будете идти. Вам обязательно приснится необыкновенный сон, в котором будет предсказана ваша судьба. Данную мантру я начал начитывать каждый день перед своим сном по 108 раз. А также первую ее часть утром, и через несколько недель мне приснился сон. Я стоял в кабинете, где принимал Патрул, и смотрел в окно. Но в окне я увидел небо, и в нем слева ярко светящуюся луну, а с правой стороны сияющее огнем солнце. Солнце было теплее, поэтому я как-то неосознанно полетел в сторону солнца. Но подлетая ближе и ближе к солнечному диску, я начал видеть, что это совсем не диск и не солнце, а огромный сияющий золотом трон, на котором сидит сияющий огромный лысый человек. Я начал подлетать все ближе и ближе к лицу этого человека, пока не увидел перед собой огромный голубой глаз. Когда я был совсем близко перед глазом, то глаз меня засосал в себя, и я резко проснулся. О своем сне утром рассказал Патрулу. После моего рассказа Патрула озарила солнечная улыбка. Ты выбрал правильный путь, это путь сеятеля. Большой человек — это божественное сознание, и глаз — это огромная сила, которую ты обрел сегодня, мой мальчик. Бог тебе очень благосклонен. Теперь твой путь — это будет путь человека, который должен обучать других людей. И это очень-очень хорошо. Тогда я не придал значения этому сну, но для меня это очень порадовало слова Патрула. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, достаточно ли для выполнения эзотерических практик запечатать и чистить только свой энергококон? Или все-таки необходимо запечатать, чистить пространство вокруг? Достаточно запечатать свой энергококон. Как только у человека появляются панические атаки, депрессивные эпизоды, нервные состояния, нужно себя запечатать, со всех сторон произнести мантру запечатывания Махум Хахохри, ну и все. Живу в Испании 16 лет, есть несовершеннолетняя дочь, но мама в России всегда говорит, лучше бы то дома сидела. Но я довольна, что уехала. Как мне улучшить отношения с мамой? Мысленно обнимаю ее. Отправляйте маме деньги, она перестанет думать о том, что вам плохо. Это единственное, чему она вам поверит. Именно здесь, в этой книге, и есть глава такая, которая звучит так. Сейчас я ее прочитаю, каждую главу.
Все деньги имеют направление. Замените слово тратить на слово покупать. Замените страдания, радуйтесь деньгам онлайн, радуйтесь чужому успеху, якорите свои успехи, помогайте родителям деньгами. Видите, это глава номер, не знаю, 8 на странице 28. Держите ваши желания в тайне, это правда. Держите ваши желания, правда, держите ваши желания в тайне. Сегодня у меня был такой разговор с удивительным человеком. Этот человек работает на меня. И этот человек проработал на меня там 6 или 7 лет. И сегодня, когда я с ним разговариваю, он говорит: ну я же для тебя очень много сделал всего. Я этому человеку говорю: послушай, ты бы имел право говорить мне эти слова, я очень много для тебя сделал, только в том случае, если бы ты это делал бесплатно. А так как я тебя нанял на работу, то за то, что ты делал, я рассчитывался и отдавал тебе деньги согласно нашей договоренности. Поэтому, если бы ты это делал для меня бесплатно, то тогда бы ты бы мог мне эти слова говорить. Я это делал, я много сделал для тебя бесплатно. А так как я делал для тебя бесплатно, ты столько же для меня бесплатно не делал. Поэтому человек, который на меня работает и после этого говорит: я много для тебя сделал, я считаю это неправдой. Почему? Потому что много сделать для человека можно, если бы он это делал бесплатно для меня. А так как он получал деньги, то тогда это как бы все решает. То есть я тебе заплатил деньги, ты сделал свою работу. И после этого говоришь мне: ну я сделал для тебя много работы за твои деньги. Ну так молодец, а зачем же ты работал тогда? Правильно? Очень часто люди вот так думают. Ваша цифра от 1 до 9 является вашей цифрой реализации в жизни. Смотрите, вот эти цифры от 1 до 9, которые вы получили, являются фактически для вас указанием